Особая благодарность данным людям за поддержку на Boosty. 8 октября 2021 года на сайте Rockstar Games появилась новость, которая взбудоражила умы фанатов и просто олдов серии Grand Theft Auto. Rockstar сообщили, что готовят грандиозный перезапуск классической трилогии GTA. И, казалось бы, лучше новости и быть не может, ведь многие хотели видеть оригинальные игры в современном исполнении. Но, как оказалось, не все было так радужно. Жаль, что тогда никто еще не знал, что из себя на самом деле представляет приставка Definitive Edition в исполнении ребят из Grove Street Games. 11 ноября 2023 года GTA The Trilogy исполнилось 2 года, и как многие уже знают, качество этого продукта на релизе оставляло желать лучшего. Сказать, что фанаты серии были разочарованы, значит ничего не сказать. Что за хуйня, ебаная? Что это такое? За весьма немалые деньги игроки получили совсем не то, что хотели. И вот прошло уже 2 года, и мне стало очень интересно посмотреть на то, как сильно изменился Definitive Edition, и насколько вообще Grove Street Games смогли исправить свою работу. Приятного просмотра. GTA The Trilogy The Definitive Edition делала компания под названием Grove Street Games. Вот эти самые люди. И собака. Почему не сами Rockstar? Да потому что так вероятнее, дешевле, проще, и у Rockstar куча других проектов, типа RDR 2, новой GTA, бесконечных обновлений для GTA Online и бог знает чего еще. Короче, им тупо некогда. Помимо Grove Street Games, какие-то элементы игры делались на аутсорсе. Аутсорс — это когда нанимают какого-нибудь индуса клепать модельки за пачку риса в день, и он даже в душе не знает, как все это в целом должно смотреться и для какой игры он вообще это делает. Вот таким макаром и создавался шедевр, который вместо счастья подарил кучу негатива и попортил Rockstar репутацию. Важный момент. Даже если игрой занимались другие люди, не из штата Rockstar, это не значит, что они могли творить, что захотят. Rockstar полностью контролировала процесс разработки. Ну или должна была. И они полностью ответственны за то, что сделали их подчиненные. Короче, вариант, что Rockstar тут вообще не при делах, исключен. Надеюсь, это понятно. Я не могу подобрать слов, что это было на релизе. Я купил эту игру за full прайс по цене 60 баксов. Твою мать. За 60 баксов Definitive Edition, блять. Сейчас такое вообще не укладывается в голове, как можно было брать 60 баксов за вот это. Стоит ли теперь говорить, откуда было столько гнева у игроков? Первый раз играя в это, честно, я сидел и охуевал от того, как же меня наебали. И одновременно разбили мои мечты о качественном ремастере моих любимых игр. Да еще и столько кровных содрали за хуй что. Поиграл я около 2 часов и вырубил все это нахуй. Лег в кровать и просто заплакал. The next day. На следующий день я решительно заебывал поддержку Rockstar и требовал вернуть мне мои шекели. Поддержка долго не отвечала, думаю, я был не один, кто захотел вернуть бабки. Позже мне все же и ответили и вернули мои деревянные. Так как шумиха была не слабая, глава Take-Two Штраус Зельник выступил с заявлением, в котором сказал следующее. Пацаны, вы чего? Игра огонь. Я сам играл, все отлично. Багов нет, играется просто заеб... А такого по***му у фанатов подгорело еще больше. Игру просто уничтожили на всех рейтинговых площадках. Засрали так, как не засирали никогда прежде. Я думаю, уже тогда Rockstar осознали, что они конкретно сели в лужу. Смотря на это все, Rockstar скорее всего поняли, что не доглядели за командой разработчиков, и теперь им нужно все исправить, дабы реабилитироваться в глазах игроков. Или же они просто поняли, что наебать им никого не удалось. Я думаю, второй вариант и является правдой. Первое время после релиза Rockstar пытались создать видимость, что якобы они что-то делают и пытаются исправить игру. Но на самом же деле они топтались на месте, и их патчи это была просто капля в море по сравнению с полными масштабами пиздеца Definitive Edition. В игру перешли практически все баги из оригинала, так как был портирован код оригинала со всеми его багами на современный движок Unreal Engine 4. В свою очередь это породило еще больше багов и различных проблем. И в целом, куда бы вы ни посмотрели, в трилогии везде увидите какой-то косяк. Да, в оригинальной игре было тоже очень много проблем, которые фиксились годами. Но тогда был 2004 год, это раз, игра была полностью новой, а Definitive Edition это игра 21 года, и как бы это не полностью новая игра. И сука, 60 баксов, блядь. Что такое вообще это ваша The Definitive Edition? Если переводить дословно, то переводится оно как полное издание, в которое может входить, к примеру, какой-то дополнительный контент. Легкие улучшения и исправления, которые по сути как бы и есть. Но я думаю, все помнят и знают мафию The Definitive Edition, которая вышла в сентябре 2020 года. Это, так сказать, Definitive Edition здорового человека, а GTA The Trilogy Definitive Edition курильщика. Мне, как и большинству людей, приставка Definitive Edition пустила пыль в глаза. И как мне кажется, этот маневр был не просто так. Ведь многие
поиграв в Мафию, могли подумать, что и трилогия будет такого же уровня. Ведь в Мафии тоже есть приставка Definitive Edition, и в ее случае это был полноценный ремейк. А в случае с GTA это вообще непонятно что. До демонстрации трейлера многие предполагали, что это будут полноценные ремейки, ну или же люди хотели, чтобы так было. Все-таки это игра от самой крутой студии, а не от абы кого. Когда же показали трейлер, я понял, что это будет точно не ремейк. Но естественно, трейлер был сделан так, чтобы показать максимально красивую картинку, и при этом не показать основные слабые места. Но даже в трейлере были моменты, которые уже очень сильно насторожили, а конкретно модели персонажей, особенно NPC, по которым было видно, что что-то здесь явно не так. Событий, описанных мной ранее, прошло уже 2 года. Все это время выпускались какие-то патчи с описанием по типу изменили цвет куртки у NPC, поправили футболку главгероя и так далее. Изменения, конечно же, были, но они не были значительными, и очень много видимых косяков, которые были изначально и по сей день остались в игре. Просто у меня не укладывается в голове, как можно не исправить настолько видимые проблемы. А вот посмотрите, видео зарубежного канала, сравнение релизной версии и самой последней на момент записи этого видео. Посмотрите, какие нелепые баги, про существование которых, я уверен, знают разработчики, но по какой-то причине они их не убирают. Чего стоит сломанный скелет CJ, про который я уже ранее говорил вот в этом видео, где я также сравнивал релизную версию и самую свежую. Приведу простое сравнение на примере Киберпанка. Это был, наверное, самый громкий провал среди свежих игр до выхода Definitive Edition. Проблемы у него были еще существеннее и более разнообразные. И вот скоро будет уже 3 года, как вышла эта игра. И посмотрите, насколько ее доработали, выпустили кучу патчей, DLC и вообще то, что было и стало, это небо и земля. CD Projekt поняли, что они действительно облажались, и чтобы отбелить свою репутацию, всячески старались исправить игру. И стоит признать, у них это получилось. В случае же с GTA The Trilogy они просто какое-то время делали вид, что якобы что-то делают, а по факту остались практически те же самые проблемы, что и на релизе. Неужели Rockstar, самая крутая студия на планете, не могли лично взять после релиза этот проект под свой контроль и довести до ума, извиниться и дальше спокойно заниматься своими проектами? Конечно же могли, и все бы были только в выигрыше с этого. Но, как известно, они пошли совершенно другим путем. Ведь они и так продали нужное количество копий Definitive Edition. У них есть дойная корова в виде GTA Online, деньги есть, и теперь для них это превыше всего. Точнее, не для самой студии Rockstar Games, а для ее издателя Take-Two, которая как раз таки рулит всеми процессами. А что же до фанатов, то плевать они на них хотели. И так все схавают. Монтируя это видео, я вспомнил об еще одном грандиозном недавнем фейле от Rockstar. Если кто не знает, то в августе этого года вышло грандиозное переиздание первой части Red Dead Redemption. Вообще, на протяжении нескольких лет ходили слухи, что Rockstar сделает ремастер первой RDR. Потом уже все обсуждали, что это все-таки будет ремейк. А что же вышло в итоге? Ну же, угадайте. По итогу вышла та же самая игра, только портированная на PlayStation 4 и Nintendo Switch. И все это за 50 баксов. Как вам? Не смешно? Не поняли, да? Это Rockstar. Они даже не заморочились сделать порт на ПК. Трейлер этого переиздания просто утонул в дизлайках, а последующий такой же трейлер с объявлением о выходе игры набрал какое-то смешное количество просмотров для такой студии, как Rockstar. Да и вообще вы можете зайти под любое последнее видео Rockstar и увидите, что там сплошные дизлайки. Людям осточертели все эти обновы онлайна и похуистическое отношение Rockstar к фанатам. Какой можно сделать вывод из всего этого? Rockstar Games и Take-Two уже не торт. Фанаты уже не авторитет, считаться с ними не требуется. Definitive Edition была надеждой для тех, кто хотел насладиться любимыми играми детства в новом облике. Но, увы, все казалось иначе. Меня по-прежнему не покидают надежды, что спустя время появятся инструменты и модеры всерьез займутся ремастерами и сделают с ними то, что когда-то сделали и продолжают делать с оригинальной трилогией GTA. Надежды на самих разработчиков у меня вообще нет. Пока, к сожалению, модов, способных исправить основную массу проблем в ремастерах нет, поэтому я и не делаю никаких видео с модами по ним. Спасибо всем за просмотр и еще увидимся.